Здравствуйте, Петрова Екатерина и Маша. Жалоба одна и большая, ДЦП. Маша многое научилась, многое может, но она не может ходить сама. Ну и плюс, когда мы пришли, нам сразу же сказали, без заключения ортопеда нельзя. И это уже достаточно важный показатель. Нас не просто крутят, вертят, а сразу вначале берут хорошую диагностику, а потом начинают работать, назначать лечение. Мы ходили в спортивную школу до этого еще, тоже по плаванию. Мы ходили в холодный бассейн, и тонус повысился. Тоже не получается. Мы пошли в спортивный центр просто нагнать хорошую форму. То есть лучше пресс, лучше что-то. Но вот то, что нужно, чтобы ребенок пошел сам, не держась. Ну, собственно говоря, это наша мечта, у нас не получается. Здесь мы нашли, что в Запорожье есть центр «Аватаж». Честно, шли с опаской, ничего в подробностях не знали, но уже с первых занятий увидели «Вау!». Последние наши реабилитации не в вашем центре заканчивались жуткими слезами и истерикой. Здесь есть сетка, внутри которой подвешивают детей. В предыдущих всех случаях, когда мы заходили в подобную сетку, там начинали ребенка тянуть, как на шпагат. Это боль, это слезы и это честные слова. «Можно мы больше не пойдем?» А здесь Машу подвесили. Это есть видео, и это было самое большое счастье за последние много лет. Ребенок висел, проходила реабилитация, и говорил: «Здорово, классно!» Здесь нет боли. От слова «вообще». Мы приходим, бывает что-то чуть-чуть неприятное у Маши, но нету боли, которую надо терпеть. Вот честно, для реабилитации это безумно важно. И это то, что делает ваш центр нашим любимым. С самого начала я очень боялась электропроцедур на поляризации. Но когда Маша через 10 процедур, раньше, когда собака гавкает в районе, начинается тонус очень высокий, и Маша превращается в каменную статую. Дальше надо брать ее на ручки и нести, потому что мышцы в таком тонусе, что это невозможно. Прошло 10 встреч. Мы идем, на районе гавкает собака, и ребенок начинает подпрыгивать и пытаться на меня залезть. То есть это практически чудо. Я в это даже поверить не могла. Раньше говорили: «Маша, тебе надо встать и сделать шаг». Нам это говорили самые великие реабилитологи, и городские, и вне города. Одна проблема – ты не понимаешь, как это делать, и ты не можешь это сделать. Елена Викторовна спокойно разбирает все движение на запчасти, где какая мышца должна работать. И она говорит: так, конечно, не получится, вот эту мышцу надо включить, надо, чтобы она проснулась. Она теребит эту мышцу, она ее напрягает самыми разными способами. И мышца заработала. После этого, естественно, улучшается походка. И таких открытий было не одно, их было уже штук 7, 8, может 10, 12. По чуть-чуть, но из этого чуть-чуть появляется именно то чудо, которое получается и называют со словом «красивая ходьба». Начали лучше выпрямляться ножки. Начали ножки, когда Маша лежит на животе, сгибаться, и она начала ими управлять. Ножка перестала кататься из стороны в сторону, а идет именно по прямой, как и должна. Это круто. Вот это первый центр, где ради Маши собрали консилиум врачей, поменяли программу несколько раз, и это дало еще увеличение. Ребят, мы были и в институтах разных, но чтобы пришел владелец, чтобы пришел главврач, ортопед, наш лечащий врач и невролог, и наш реабилитолог, и все вместе это собрались, потом выбрали новую тактику лечения. Честно, такого нигде не было. Настолько бережное отношение. Спасибо вам, ребята. У детей с ДЦП в медицинском центре «Аватаж» мы используем комплексный подход. Мы используем такие методики, как микрополяризация мозга, кинезиотерапия, подвесная терапия, механотерапия, биомеханическая стимуляция мышц и ударно-волновую терапию. Такие передовые методики, как микрополяризация мозга, у детей с ДЦП способствуют более быстрому и эффективному восстановлению утраченных двигательных функций. А биомеханическая стимуляция мышц и ударно-волновая терапия
способствует быстрому снижению мышечного тонуса и увеличению объема активных движений, что дает для нас более широкие возможности для восстановления у таких пациентов двигательных нарушений. Существуют определенные формы детского церебрального паралича, которые сопровождаются эпилептическим синдромом. У таких детей очень ограниченные реабилитационные возможности. Однако метод микрополяризации мозга не является противопоказанием при таких состояниях. Поэтому это, в свою очередь, также расширяет возможности в реабилитации детей с ДЦП.